Привет! Меня зовут Ира, и вы на моем канале о русском по-русски. Сегодня я снимаю видео с ответами на ваши вопросы. И это 4-я часть таких видео. 3-я часть видео, к сожалению, загрузилась на YouTube с ошибкой, и я еще раз прошу у вас прощения за это, но я загрузила это видео еще раз, и вы можете посмотреть его без ошибки. Я оставлю это видео здесь, если вам будет интересно. И спасибо тем, кто понял и написал мне, что ошибка есть. Может быть, сама вы не заметила этого. Итак, сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Их было очень много, поэтому, может быть, я разделю эти вопросы на 2 части. Посмотрим. Итак, здесь ваши вопросы, буду читать, буду также писать вопросы здесь. И, наверное, вы видели, что я часто пишу вопрос, а под вопросом еще пишу свой текст. Такой текст я пишу, если в вопросе есть ошибка. Я исправляю ошибку, и вы можете, кстати, использовать это. Посмотреть, какая ошибка была, почему она была, понять. И это тоже один из методов изучения русского языка. Итак, первый вопрос. Вы мечтаете о Туркменистане? Наверное, меня хотели спросить, хочу ли я посетить Туркменистан. Как я уже говорила в прошлых видео, я люблю путешествовать, и я бы хотела посетить все страны. И, конечно, Туркменистан тоже, потому что я знаю, что это очень красивая страна. И меня также спрашивают, хотела бы я поехать в Таджикистан, хотела бы я отправиться в путешествие в горы Памира. Тебе нравится свежий воздух гор? Конечно, в Таджикистан я бы тоже хотела поехать, и я обожаю горы. Если у меня есть выбор между городом и природой, я скорее выберу природу. Мне больше нравятся леса, озера, горы. Конечно, я люблю путешествовать по разным мегаполисам, но когда я нахожусь там, мне всегда хочется пойти в парк или выехать за город, потому что мне нравится свежий воздух, нравится, когда все вокруг зеленое. Кстати, напишите в комментариях, что вам нравится больше, город или природа. А может быть, вам нравится и то, и другое вместе. Это тоже возможно. Следующий вопрос. Привет, Ира, скажите, пожалуйста, у тебя есть друзья-таджики? Друзей, наверное, нет, но у меня есть много студентов из Таджикистана, и мне кажется, что таджики очень дружелюбный народ. Любите ли вы Вьетнам? Что вы знаете о нашей стране? Я не могу ответить на вопрос, люблю ли я Вьетнам, но у меня много студентов из Вьетнама, и мне кажется, что это очень трудолюбивые люди. Все студенты из Вьетнама всегда стараются делать все домашнее задание, стараются упорно изучать русский язык. А что я знаю о вашей стране? На самом деле не очень много. Я не знаю историю Вьетнама, но недалеко от моего дома есть вьетнамское кафе, и я очень люблю туда ходить. Мне нравится суп фо бо, и мне еще очень нравится, я не знаю, как это правильно называется, но по-русски мы говорим нэмэ. Мне кажется, вьетнамская кухня очень необычное, там очень необычное сочетание специй. Я не очень люблю, например, сингапурскую кухню или китайскую кухню, но вьетнамская и тайская кухня мне нравятся. Вы любите вашу собаку? Я думаю, что вы, наверное, поняли, что я обожаю мою собаку, потому что я всегда с ней. Собака была моей мечтой, и я не могла завести собаку, когда была маленькой, когда жила с родителями, потому что у моего брата была аллергия на собак, и потом я не могла завести собаку, потому что жила в общежитии, но когда я и мой молодой человек начали жить в квартире, мы решили, что мы можем завести собаку, и мою собаку зовут Вольт, порода Шиба-Ину, я уже много раз о нем рассказывала. Следующий вопрос. Какой самый нестандартный педагогический прием вам довелось на практике использовать в работе? И при каких обстоятельствах это произошло? Какой интересный вопрос. Нестандартные педагогические приемы.
Ну, я не знаю, насколько этот прием будет нестандартным, но когда, например, с моими студентами мы изучаем фонетику русского языка, и у моих студентов не получается произносить звуки, и они, например, не понимают, в какое место им нужно поставить язык, я открываю свой рот и ручкой показываю, где мой язык. Или я прошу студента открыть рот и ручкой показываю, где должен быть его язык. Это не нестандартный прием. Мне кажется, это обычный прием любого преподавателя. Но некоторых студентов это, конечно, смущает. Ну, еще я часто прошу студентов, например, пойти в магазин и купить мне воды за мои деньги, или пойти в деканат, или пойти купить мне кофе, не потому что я ленивая и не хочу идти, а потому что я хочу, чтобы они взаимодействовали с носителями языка, не только со мной, чтобы они общались. Что еще? Ну, может быть, какие-то игры на уроках, или мы часто ходим на экскурсии со студентами. Не знаю, насколько это нестандартные приемы, но бывали у меня ситуации, когда студенты вели себя не очень правильно по отношению к другим студентам или по отношению ко мне, неуважительно. И я всегда стараюсь быть сдержанным преподавателем, держать себя в руках, не кричать на студентов ни в коем случае, потому что это взрослые люди, они должны все и так сами понимать. Но бывают ситуации, когда мне приходится выгонять студентов из аудитории за их поведение. Да, но это не нестандартный прием, нормальный прием. Так, давайте посмотрим дальше. Я подумаю, может быть, есть еще какой-то прием, но сейчас мне это не приходит в голову. Привет из Праги. Ира, иногда вы говорили, что знаете чешский язык. Почему вы его изучали? Вы были в Чехии? Спасибо за ответ и всего хорошего. Так, Чехия. Да, я была в Чехии, была в Праге и я была еще в одном городе. Я точно это помню. По-моему, я была в Брно, если я не ошибаюсь, потому что это было давно. Я отмечала Новый год в Праге. И чешский язык я действительно изучала его в университете, но я никогда не хотела изучать чешский язык. В университете я изучала русский язык, изучала английский язык, французский язык, и мне нужно было выбрать один из славянских языков. И был выбор: сербский или чешский. Как был выбор? Нас разделили на две группы и сказали: вы будете учить сербский, а вы будете учить чешский. И я была в той группе, которая должна была изучать чешский язык. У меня был отличный преподаватель. Я благодарна за то, что она доступно объясняла нам все правила чешского языка. Было трудно, потому что казалось, я знаю русский язык, мне будет легко изучать чешский язык. Но это не так, потому что иногда тебе кажется, что тут так же, как в русском, а все наоборот. Но чешский язык мне нравится, красивый язык, и, может быть, когда-нибудь я хотела бы продолжить его изучение, вспомнить все, что я знала, потому что мне очень нравятся чешские песни. И моя магистерская диссертация как раз об обучении русскому языку как иностранному на материале чешских и русских песен. Так, следующий вопрос. Это я уже читала. Ира, были ли вы когда-нибудь в Польше? Ваши уроки просто класс. Спасибо за ваш труд. Большое спасибо, мне всегда приятно, когда вы пишете, что вам нравятся мои видео. Да, я была в Польше, но была только один раз, и мне кажется, наверное, всего 2 дня. Я была только в Варшаве. Было холодно, был дождь, снег, и, наверное, я не получила столько удовольствия от города, сколько я могла бы получить, если бы погода была хорошая и если бы я не была уставшей, потому что, мне кажется, мы ехали на автобусе или из Латвии, или из Чехии. Я запомнила в Варшаве лавку или скамейку, на которой есть кнопка. Можно нажать кнопку и послушать музыку Шопена. Наверное, это такое самое большое воспоминание от Варшавы, которое у меня осталось. Следующий вопрос. Я хочу индивидуальное обучение. Как связаться с вами? И такой же вопрос мне написали на языке, не знаю каком, но, к сожалению, я не могу перевести. Я посмотрела в Google переводчике, и там тоже спрашивают о курсах русского языка.
Как я уже говорила в нескольких видео, у меня сейчас очень много работы, и я стараюсь также делать видео для вас, и просто гулять и наслаждаться жизнью, поэтому не могу себе позволить взять больше учеников. Все время, которое я выделяю на работу, уже занято. Но я каждый раз говорю, что я не беру учеников, но не советую вам того преподавателя, к которому вы можете обратиться. Я вижу, что вы все хотите изучать русский язык. И я решила, что могу посоветовать вам хорошую онлайн-школу, где вы можете найти преподавателя русского языка как иностранного. Эта школа называется MyRusский. Ее открыли мои коллеги, сертифицированные преподаватели русского языка как иностранного из Московского государственного университета. Вы же все знаете МГУ. Это очень известный в мире университет. У преподавателей, открывших эту школу, большой опыт работы со студентами из разных стран и с разным уровнем владения русским языком. Я понимаю, что не все, кто хочет изучать русский язык, могут приехать в Россию и посещать курсы здесь. Именно поэтому я решила посоветовать вам онлайн-школу. У онлайн-школы MyRusский есть очень удобный сайт. Также у них есть Instagram и канал на YouTube. Думаю, вам будет интересно посмотреть их видео. Первый урок в этой школе всегда бесплатный. Вы можете познакомиться с преподавателем, обсудить все вопросы, которые вас интересуют. И преподаватель также скажет, какой у вас примерно уровень знания русского языка. Преподаватели ведут занятия в программе Zoom или в программе Skype. Вы выбираете удобный для вас вариант. Также это не групповые занятия, это индивидуальные занятия. Поэтому преподаватель составляет план урока для каждого студента. Также вы можете попросить составить для вас программу занятий, чтобы знать, что вы будете изучать в будущем. Студенты онлайн-школы MyRusский могут принимать участие в бесплатном разговорном клубе. Также им доступен бесплатный онлайн-чат в WhatsApp, где можно общаться с преподавателем. А также студентам школы доступны бесплатные email-курсы. Также я попросила моих коллег сделать для вас, моих подписчиков, промокод. По этому промокоду при оплате пакета занятий вы получите 2 бесплатных урока. Я думаю, отличный бонус. Я оставлю ссылки на эту школу, на сайт, Instagram и YouTube канал внизу в описании видео. Надеюсь, что в этой школе вы найдете подходящего для вас преподавателя русского языка как иностранного и будете с удовольствием изучать русский язык. Следующий вопрос. Здравствуйте, что вы посоветуете? С чего начать иностранцу изучение русского языка и не ошибаться при разговоре? Так как вы написали этот вопрос по-русски, я думаю, что вы уже все-таки не начинаете изучать русский язык, а продолжаете. Но если мы говорим о тех иностранцах, которые только начинают делать первые шаги в изучении русского языка, то, конечно, нужно сначала пройти вводно-фонетический курс. Что это значит? Вам нужно научиться правильно произносить все звуки. Это очень важно, потому что от произнесения ваших звуков зависит понимание нами, носителями языка, вас. Также я советую вам взять учебник для начинающих, уровень А1, и посмотреть содержание этого учебника. Вы можете использовать это содержание как программу. Почему я советую брать содержание учебника? Потому что тогда вы будете изучать русский язык в комплексе. Вы будете заниматься и грамматикой, и фонетикой, и лексикой. Будете читать, слушать, писать. Не надо делать что-то одно, нужно делать все вместе. И авторы учебников уже придумали все за меня и за вас. Вам нужно только открыть содержание учебника. Я, кстати, хочу сделать видео об учебниках русского языка, но не в этом месяце, да, чуть-чуть попозже. Так, следующий вопрос. Вы были в Казахстане, в городе Алматы? Нет, к сожалению, в Казахстане я тоже не была, но, как я уже сказала, я хочу побывать везде. Надеюсь, что когда-то я осуществлю свою мечту и посещу все страны. Я очень рад, что вы обновили видео. Наверное, вы говорите о видео с ошибкой.
Спасибо вам большое, я тибетец. Скажите, что вы знаете о Тибете и о нашем народе? Надеюсь, я буду счастлив, когда получу ваш ответ. Что я знаю о Тибете? Ну, пожалуй, первое, что приходит мне в голову, это тибетские монахи. И я знаю, что многие люди отправляются на вашу родину для того, чтобы стать просветленным, для того, чтобы отдохнуть морально и духовно. И, наверное, еще что я знаю о Тибете, это то, что на территории Тибета находятся горы Гималаи. Наверное, это все мои знания о Тибете, но если вы напишите мне в комментариях что-нибудь интересное, я запомню это. Я знаю одну страну, о которой ты мечтаешь. Это Индонезия. Правильно. Но почему именно Индонезия? Я не понимаю. Я сама не понимаю. Когда я не могу путешествовать, я путешествую в интернете. Что это значит? Я смотрю разные видео о путешествиях, красивые видео. И так я нахожу страны, в которые я хотела бы поехать. И когда-то я увидела очень красивое видео об Индонезии. Ну, я говорю не только об острове Бали, да, о котором все мечтают и куда любят ездить русские. Я говорю вообще в целом о стране. Я бы хотела попутешествовать по этой стране, потому что она запала мне в душу. Я поняла, что мне нужно туда поехать. Пожалуй, это единственное объяснение, которое у меня есть. Следующий вопрос. Здравствуйте, Ира. Сколько языков вы знаете? Ну, знаю я, наверное, один язык, русский, и то знаю не весь язык, потому что язык, он живой, и он развивается, слова приходят в язык, слова уходят из языка, поэтому я думаю, что выучить язык нельзя. Язык можно учить всю жизнь, и даже свой родной язык мы тоже учим всю жизнь. Поэтому знаю я один язык, русский, но я еще могу говорить по-английски. Ну, может быть, у меня уровень B2+, я думаю. Еще я неплохо уже говорю по-французски. Думаю, что у меня где-то уровень B1. И я забыла чешский. Язык, который я когда-то учила, и, может быть, у меня был уровень где-то А2, но сейчас я совсем его не помню. И французским я сейчас не занимаюсь, потому что у меня экзамены, и думаю, что к концу лета я тоже его забуду. Но вы занимаетесь русским языком, не делайте так, как я. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, вы читали книги Чингиза Айтматова? Да, я познакомилась с произведениями этого автора, когда училась в институте, и мы читали произведение, которое называется «И дольше века длится день». Потрясающий роман, если вы еще его не читали, обязательно почитайте. Здравствуйте, как вы? Вы учите русскому языку с искренней любовью. Вы одна из лучших преподавательниц в мире. Можете сделать видео о тестовых экзаменах. Какая ситуация в Москве? Вы верующая или неверующая? Вы верите или не верите в коронавирус? Так, очень интересные и актуальные вопросы. Я верю в коронавирус. Моя знакомая врач, и я не думаю, что она обманывает меня и говорит, что в больницах очень много людей. Поэтому да, я верю в коронавирус. Какая ситуация в Москве? Ну, в Москве сейчас все уже намного лучше, нам не нужно заказывать пропуск, когда мы едем куда-то на машине, мы можем свободно гулять по городу, и уже открыты магазины, еще закрыты некоторые спортзалы, кинотеатры и так далее, но мне кажется, что жизнь уже налаживается. И вы еще спросили меня о видео об экзаменах. Да, в моих планах есть видео об экзаменах на знание русского языка как иностранного, но я думаю, что летом таких видео не будет, но в будущем я обязательно об этом расскажу. Это очень полезная тема. Вы действительно хотите посетить Лондон, Ира? Я живу в Англии, и я не посмел бы туда поехать без телохранителя. Я говорила о том, что хотела бы посетить Лондон,
в прошлом видео в части 3. И да, я действительно хотела бы, конечно, увидеть этот город. Я думаю, что любой город на самом деле опасный, и многие мои студенты говорят, что боялись приезжать в Москву, потому что здесь страшно, здесь всех убивают, крадут и так далее. Но в Москве не так, может быть, не во всех районах Лондона тоже так, и многие мои друзья ездили в Лондон, они в восторге от этого города, и несмотря на то, что этот город опасный, я бы все-таки хотела там побывать. Может быть, я поеду туда с телохранителем, но у меня, конечно, его нет. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, Ира, надеюсь, у вас все будет хорошо. Я тоже надеюсь. Почему вы и российские женщины любят собак? Ага, я не знаю почему, но, наверное, мы просто любим животных. И я знаю, что во многих странах собак считают грязными животными, и им нельзя жить в доме, но в России это не так. Может быть, мы любим животных, потому что мы много работаем, и когда мы приходим домой, мы хотим, чтобы кто-то нас ждал, кто-то нас встречал. И не знаю, наверное, просто животные в нашей культуре не воспринимаются как что-то, чего не должно быть в доме. Следующий вопрос. Русский язык может быть популярным как английский язык через 10 лет? И каким способом это может произойти? Так, интересный вопрос. Ну, я думаю, что, наверное, таким популярным, как английский язык, русский язык не станет, потому что русский язык, на мой взгляд, труднее, чем английский язык, и английский язык изучать чуть-чуть проще, чем русский. Но если кто-то со мной не согласен, я не против, это мое мнение. И сейчас в России активно идет популяризация русского языка за рубежом. И есть очень много программ, в рамках которых люди распространяют русский язык, обучают русскому языку. Может быть, популярность русского языка вырастет через 10 лет, но таким популярным, как английский, как мне кажется, он не будет. За какие 3 вещи вы благодарны в жизни? Какой интересный вопрос. 3 вещи. Я не знаю, скажу ли я сейчас 3 вещи, но, во-первых, конечно, я благодарна моей семье, благодарна за мое воспитание, потому что если бы не моя семья, я бы не была тем человеком, который я есть сейчас. Я благодарна моей маме, в частности, за то, что именно она настояла на моем поступлении в институт, где я училась, и на выборе направления. Я очень хотела поступить на межкультурную коммуникацию, или как-то так называлось направление. Нет, это была прикладная лингвистика или что-то такое. Но она сказала, что мне нужно идти в преподавание. И я помню, как я обиделась на нее, и я стояла в коридоре в институте и плакала, потому что я не хотела идти в преподавание. Я никогда не хотела быть преподавателем. Но мы тогда поругались, и я обидела мою маму, и мне очень стыдно сейчас за это, но это был правильный шаг, и я очень благодарна ей, что я училась именно на преподавании, и я стала преподавателем, и я обожаю то, что я сейчас делаю. И, наверное, 3-я благодарность – это благодарность самой себе. Пусть это будет немного эгоистично, но я благодарна себе за то, что я делаю, и за то, что я могу думать головой, могу думать сама, могу поступать правильно, может быть, не всегда, но если бы я не поступала так, как я поступала раньше, я не была сейчас там, где я есть. И, наверное, иногда мне нужно быть более смелой в своих решениях и реализовывать то, что я задумала, быстрее. Ну, как, например, канал. Я давно мечтала сделать канал. Моя мечта была несколько лет, и потом в какой-то момент я решилась. Может быть, нужно было начать раньше, но я благодарна за то, что я все-таки начала. Так, и последний вопрос. Здравствуйте, Ира. Какой ваш дом? Сколько комнат в вашем доме? Вы сейчас не видите то, что вижу я за камерой, но я прикреплю вот сюда фото, и мой дом сейчас выглядит не так, как я хотела бы, потому что я переезжаю. Сейчас я живу не в своей квартире, мы снимаем эту квартиру, но в июле мы переезжаем наконец-то в свою квартиру. Там будет 2 комнаты.
Это не очень большая квартира, но зато это будет наша квартира, где я могу делать все так, как я хочу. Сейчас, конечно, много работы предстоит, нужно собрать все вещи и нужно купить много в новую квартиру. Но я обещаю, что я покажу вам мою квартиру, когда все там будет красиво. Ну, может быть, не очень красиво, но хотя бы там не будет много-много коробок. Потому что у меня есть идея. Я хочу начать делать влоги. Влоги — это видео, где я показываю, что я делаю каждый день, как я живу. Но я бы не хотела, чтобы это были просто видео, где я разговариваю и что-то показываю. Я хотела бы, чтобы это были учебные влоги. Что я имею в виду? Я хотела бы, чтобы вы слушали обычный разговорный русский язык. Может быть, там буду говорить не только я, но и мои друзья, моя семья и так далее. И где-то сбоку, например, я буду писать какие-то интересные конструкции, чтобы вы не только смотрели, как живут люди в России, это ведь тоже интересно, но еще и учили какие-то слова, какие-то конструкции. Расскажите, пожалуйста, будет ли вам интересен такой формат видео? Напишите внизу в комментариях. Я думаю, что это будет интересно, но так кажется мне. Может быть, вам больше интересно смотреть грамматические видео. Итак, это все вопросы, на которые я хотела ответить сегодня. Я ответила на все вопросы, которые вы задавали мне. Если вы хотите еще что-то спросить и хотите, чтобы я ответила на ваш вопрос в следующем видео, пожалуйста, пишите вопросы внизу в комментариях. И также внизу я оставлю ссылки на онлайн-школу, которую я упоминала уже. Зайдите на сайт, посмотрите, если вы хотите найти хорошего преподавателя русского языка как иностранного. Спасибо, что вы посмотрели это видео, и увидимся с вами в понедельник в 9 часов утра в новом видео. Пока!